Игровые наушники с минимальной задержкой и полным погружением в игру. Поддержка приложения позволяет настроить весь функционал под себя. Звучание, которое действительно поражает, легкие материалы, соответствующие своей цене, комфортная посадка, защита от пыли и брызг класса IPX4, и все это в наушниках под названием Xiaomi Black Shark Earbuds от Xiaomi-тов. Полетели! Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня не зря у меня лежит Black Shark 4 Pro. Очень интересные наушники. Они идут со многими данными телефонами в комплекте. Кому-то их посылали в подарок. Я не из тех людей, кому послали их в подарок вместе с телефоном. Хорошо, что мобильник послали. Я долго его выбивал, наверное, неделю. В итоге наушники я купил, они часто бывают на распродажах, покупал я на распродаже. В какой ценник вы услышите в обзоре уже в конце, либо можете посмотреть по ссылке в описании. Но главное не это, главное то, как они все будут нам преподносить. А преподносится это в цвет того, как преподносится Smart. То есть коробки в принципе могут рядом лежать. Что они нам обещают? Разумеется, это игровой режим идеальный должен быть. Диафрагма у динамиков 14,2 мм, 28 часов автономности, опять же это вместе с кейсом, это не отдельно наушники. Dual Micro ENC, это не активное шумоподавление в нашем понимании, то есть это не ANC, это шумоподавление при звонках. Скрыли наушники, первая эмоция хорошо. Матовый, как я люблю. Кнопка не идеально здесь размещена, но особо зазоров я не вижу. Не нравится мне, как коннектор расположили, то есть он слишком глубоко утоплен, и я бы сказал, что это не лучший вариант сборки. И следующий момент, разумеется, диод. Мы же про игровые наушники говорим. Беспроводные, True Wireless Sound. Left-right обозначение, разумеется, внутри. Наклеек для того, чтобы сохранить аккумулятор, пока они в пути, никто сюда не стал запихивать. Может быть, это и хорошо. Следующий момент. Это кабель для зарядки USB Type-C, USB-A и документация. Документация с QR-кодом. Возможно, это, кстати, да, это приложение. То есть, скорее всего, все будет обновляться в прошивке. Разумеется, здесь у нас рассказ про то, какие они хорошие. В целом, у нас есть Bluetooth с последней версии 5.2. Стандартные аккумуляторы внутри на 35 мАч. Поэтому смотрим сами уши. Из пластика. Вкладыши, как я люблю, торчат по мне сильно. Разумеется, не вылетают. 4,7 грамма один наушник, это все стандартно. Отдельно бокс весит 38 граммов, тоже стандартно. А вот размеры бокса нестандартные, они очень большие, 54 мм в высоту, 50 мм в ширину, он не квадратный получается, и в толщину он у нас 25 мм, почти 26. Мы имеем игровые наушники, довольно габаритные, с хорошим внешним видом, хорошим пластиком, без запаха химии, к слову, при распаковке. Поэтому тестируем и смотрим. Минимум 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Али, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках, так называемых ТВС-ках, Xiaomi Black Shark Earbuds. И на смартфон от Xiaomi Black Shark 4 Pro, разумеется, завтра будет обзор. В продаже только черная и белая расцветка у наушников, зарядный кейс изготовлен из матового пластика, форма прямоугольная с закругленными углами, в кармане не мешается. Тактильно приятный, но скользкий. Отпечатки собирает, а царапины нет. Сборка, как и качество материалов, отличная. На корпусе с фронтальной части имеется лейбл и световой индикатор. С тыльной части также есть рисунок и кнопка сопряжения. На дне расположен разъем USB Type-C. Люфт у крышки есть только в закрытом состоянии. Открыть одной рукой легко. Крышка, к сожалению, не фиксируется в открытом положении, и это такой фейл. Внутри на матовой поверхности находится два глянцево-вертикальных места под наушники, в которых по два контакта для зарядки. Краткая информация очень мелким шрифтом left и right. Наушники в боксе не гуляют, что хорошо. При тряске вылетают. Если кейс просто перевернуть, то остаются на своих местах. Хлопок при закрытии крышки бокса приятный. Емкость аккумулятора 400 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 36 минут. Беспроводной зарядки к боксу, к сожалению, не завезли, с другой стороны, неудивительно за эти деньги. Наушники от кейса можно перезарядить 3 полные раза, саморазряд не наблюдал. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из такого же материала, как и зарядный бокс. Дизайн соответствующий, на нем нету никаких световых индикаторов, что радует. Габариты 34 мм на 17 на 19 на 16 мм.
мм по самым объемным частям. Посадка в ухе комфортная, при длительной носке уши не устают, но под шапкой носить неудобно. Звуковод овальной формы и размеры его составляют 5,7 на 3,3 мм. По ощущениям, сеточка установлена металлическая, на корпусе расположены два микрофона, углубленные контакты для зарядки, которые практически моментально загрязняются. Также на корпусе есть сенсорная панель, из тапов на борту пауза воспроизведения, переключение треков, регулировка громкости, сброс, ответ вызова, переключение между двумя модами, такими как игровой и музыкальный. На тапы наушники откликаются моментально, что меня очень удивило. К слову, в стоке озвучивание в наушниках на английском языке. Также в приложении есть еще 11 способов озвучивания, но все они на китайском языке. Оснащены наушники драйверами на 14,2 мм, диафрагмы с титановым покрытием. Ну, это понятно, что реклама с одной стороны, с другой стороны, они и правда титан напыляют. Драйвера на борту динамические. Также есть направляющая металлическая трубка для увеличения низких частот. Мы же помним, что это вкладыши, и здесь с низкими проблема. Шумоподавление и режим прозрачности, естественно, отсутствует, как и мультипоинт. Сенсоров приближения физически на корпусе я не заметил, но при снятии наушника музыка останавливается. Анимация на OnePlus 9 Pro Xiaomi 11T не обнаружена. Заряд наушников в шторке показывает. По одному работают и переподключаются бесшовно. Также автоматически подключаются после открытия бокса. Емкость аккумулятора одного наушника 35 мАч. Полный цикл зарядки занимает до 40 минут. Отыграли на 50% громкости наушники у меня по кодеку AAC без включенного игрового режима 5 часов 10 минут. С боксом по моим тестам выйдет около 25 часов. И за 5 минут в кейсе набежало 10% заряда, опять же с нуля. Хватит этого минимум на 38 минут воспроизведения музыки на 50% громкости. Защита от пыли и брызг IPX4, я искупал их в проточной воде, и с ними ничего не произошло. Далее, для удобного использования нужно установить приложение Shark Arsenal, отсканировав QR-код, который находится в комплекте с наушниками в документации. Доступно оно как на Android, так и на iOS-системах. На главной странице есть возможность переключиться между режимами, посмотреть заряд аккумулятора наушников и кейса в процентах. У наушников шаг в 10%. Поменять звучание, настроить тапы, обновить прошивку. Обновления также мне уже прилетали. Нажав на двоеточие в правом верхнем углу, мы переходим к настройкам, где можно отрегулировать громкость ползунком и включить или выключить обнаружение наушников в ухе. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2. Подключить их к смартфону легче простого, так как есть кнопка сопряжения на кейсе. Из кодеков на борту AAC и SBC через две стены не отваливались, и фризов я не заметил. В паре с OnePlus 9 Pro при включенном игровом режиме задержки на YouTube и в играх практически незаметны. Примеры вы сейчас услышите и увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ENC, напоминаю, что это аналог CVC, отрабатывает он неплохо. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов в помещении наушников Black Shark. И что я хочу сказать сразу. Первое, мне нравится, что это вкладыши. Второе, тест в помещении в первую очередь по той причине, что играют обычно в помещениях, особенно в России, потому что у нас зима. Насколько хорошо они отрабатывают, вы слышите. Здесь ужасная акустика, будет немного лучше, но чуть-чуть позже. И на улице, разумеется, тест тоже будет. Пока наушники мне нравятся, приколюх там много, особенно если вы берете ее вместе с комплектом с телефоном, о котором тоже скоро вы узнаете. Ну ничего, так, смотрим. И дальше пример работы данных наушников на улице. В тот момент времени, когда вы услышите озвучку, не английскую, вас улыбнет очень много моментов, но мы не об этом, а о том, что сейчас я тестирую наушники в шапке. Шапку я, разумеется, сниму, чтобы вы могли ощутить
всю глубину наших глубин. Только машины почему-то отъехали, сейчас подъедут. Все, опять же, наушники таким образом я тестирую. Топ-100 наушников по микрофонам есть на лайв-канале. Кому нечего будет делать 3 часа, милости прошу, смотрите по ссылке в правом верхнем углу. По тому, как отрабатывают микро, я хочу от себя, наверное, добавить, что наушники беспроводные ушли очень далеко вперед. Не только по качеству звука, вам любой аудиофил уже также с экрана YouTube об этом скажет, но и по тому, насколько хорошо у них работают микрофоны. То есть вот это CVC шумоподавление, оно реально отрабатывает. И когда я переслушиваю записи, да, какие-то шумы, какие-то перегрузы, что-то есть. Но по сравнению с тем, что было года 1,5-2 назад, даже в наушниках за $200-300, то, что делают сейчас в ушах за 20-30, техника движется вперед. Поэтому сравнивайте, смотрите обзоры, делайте выводы, играйте и радуйтесь жизни. Звучание на 100% громкости каша присутствует, и слушать рекомендую не больше, чем на 70% громкости. Запаса громкости здесь 100%, хватит любому. Акцент у них на низкие частоты, понятно, что в принципе это вкладыши, и здесь лучше играют высокие, но стараются они все равно выделить низкие. В играх чувствуется полное погружение, играть комфортно. Но вот музыку даже при выключенном игровом режиме не послушаешь с удовольствием, так как из-за низких частот страдают средние и высокие. Хотя, опять же, это очень странно для вкладышей. Сцена средняя, инструменталы вокал отыгрывают, но не лучшим образом. Я бы сказал, что здесь не хватает детальности почти во всем, что касается средних и высоких. Производитель, по моему мнению, еще раз повторяю, сделал упор на звуковые эффекты в играх, а не на звучание музыки. Да, если вы не аудиофил, вам просто нужны нормальные наушники, и вы играете в игры на смартфоне, то выбор очевиден, они вам зайдут. Если вам же нужно хорошее звучание при прослушивании каких-то композиций, то советую подобрать что-то другое. Из минусов: нет функции вызова голосового помощника через тапы и материалы марки. Плюс, понятно, нет беспроводной зарядки у бокса, плюс бокс еще и довольно габаритный. Стоят они по ссылке в описании к видео $36. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, возможно, на момент вашего просмотра появятся скидки, и обязательно туда скину промики. Резюмирую, если вам нужны наушники для игр на смартфоне, особенно для шутеров, то эти уши действительно лучший выбор. Я удивлен, насколько сильно ты погружаешься в игру, когда используешь эти ТВСки. Конечно же, советую покупать эти уши, если у вас смартфон Black Shark, так как в этом случае все будет куда лучше. Если у вас не Black Shark, смотрите топы 10 беспроводных наушников на канале, их просто море на любой вкус, цвет и карман. Девайсу однозначное да, не забываем в комментариях писать, что еще купить для обзора. Подписывайтесь на канал с колоколом. Добра и удачи вам, дорогие друзья!